И всем привет, дорогие друзья, гости столицы, мои гости Твича, гости Ютуба, всем, кто меня смотрит, слышит и ставит лайки, подписывается на канал. Мы с вами снова находимся в игре Ведьмак 3. Сегодня будет 2 серии по 40 минут и очень насыщенная, очень интересная серия, я уверен. Сегодня пойдем в первой серии. Давайте походим по знакам вопроса, постараемся налутать все экип. А потом походим по основным заданиям. Всем приятного просмотра. Ссылочка на плейлист Ведьмака внизу в описании. Все полезные ссылки тоже там. Ссылка на телегу внизу в описании. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Всем доброго времени суток, в зависимости от того, когда вы меня смотрите. Поехали. Знаете, я, наверное, с вашего позволения, ребят, помедитирую мальца. Вторую серию у нас дождь идет, кстати. Не знаю, с чем это связано, я очень надеюсь. Воу. Так, слушайте, но дождь прекратился и солнышко выглянуло. Ло. Это уже приятно. Так, знаки вопроса. Куда бы нам сходить, чтобы нас не отоварили? Ну, давайте вот здесь вот рядышком сходим, почему бы нет. Пробежимся маленько. Это что за типок? Ронвит. Чего? Сразись со мной. И пока не забыл. Прочитав ваши комментарии, вы мне сказали очень крутую вещь. Леха, посмотри скилл, то ли он обжора называется, то ли он как-то... Типа, если ты хаваешь какую-то еду, у тебя постоянно будет восстанавливаться ХП. Если честно, я понятия не имею, что это за скилл. Может быть, конечно, где-то здесь. Интоксикация. Бомбы. Масла. Порог передозировки. Почему-то я не вижу его. Странно. Может быть, я слепой и хз, но пока не вижу. Так, ты кто? Здорово. Выходи! Сойдемся в поединке! Ты сначала с собственными сапогами сойдись, недомерок. Выходи, говорю. Я Ронвит из Малого Луга, связанный с священным обетом. Сочувствую. Что ради прекраснейшей девы Ягодки 100 рыцарских поединков проведу. Обнажи свой меч как можно скорее, ибо я спешу. У меня еще 99 боев останется. Не, мне так чисто поржать. А почему ты хочешь драться именно со мной? Я к твоей деве Ягодке никакого неуважения не проявил. Так признай же, что дева Ягодка всех дев на свете краше. Что, дурак? Я же в Ты глаза Енифер не видел? Ага, не хочешь? Такое оскорбление можно смыть только кровью. Еще можно сдаться. Ты чё, пес? Чё, родной? Довольно. Пощады. Ну что, хватит с тебя? Да, в этот раз тебе повезло. Но когда мы сойдемся снова, Да я тебя убью просто в следующий Если раз. еще раз поднимешь на меня руку, убью. ты так уверен? Да. Мы еще посмотрим. Ты что, дурак? Слушай, может он психический? Плюс 25 опыта. Блин, может зря я его. Может он какой-нибудь белобилетник? Какой-то этот симулятор России. Сойдись со мной в поединке, иначе мы у тебя отожмем мобилку.
Какого хрена? Теперь помедленнее. Очень важный совет. Вы мне сказали в комментариях, за что вам огромный респект. Леха, брат. Ласточка. Она мало того, что тебе восстанавливает здоровье, я боялся, что они заканчиваются, эти эликсиры. Но вы мне в комментариях на ютубе написали: братишка, после того, как ты промедитируешь, этот эликсир, он откатывается. Ну, конечно же, я его возьму 100%. Это как бесконечный ХП. Я-то думал, что он заканчивается, ребят. Я не шарю. А вы мне вот хороший совет дали на ютубе. За что, конечно же, тем, кто это писал, огромное спасибо. Придержи. Так, где у нас там знак вопроса? Пытаюсь, ребят, раздобыть себе какую-то броню, может быть, еще что-то. Гули. Поехали. Еще и гнездо гулей. Оу. Красиво. А, даже так. Что, давай попробуем. Так, парни. Так. Разменялись. Летел. Давай. Неплохо. Плохо. Как-то так. 9-й левел гули. Опасные ребята. Так, ну что ж. Ингредиенты мне, конечно же, не будут лишними. Потому что мы сейчас с вами в город направимся. А в городе, я думаю, что пригодится нам вообще абсолютно все. И теперь только вопрос становится перед бомбами. Есть ли у меня бомбы? Гнездо гулей, надо его уничтожить. А, есть, да, есть. Еще с того раза, с того крафта. Да. Ну и теперь эти твари, ребята, уже никому не помешают. Золотой перстень с рубином, ребятки, но мы его продадим очень бодро. Я не знаю, сколько он стоит, но все-таки перстень, да еще и с рубином, может неплохо стоить. Неплохое подспорье нам в дальнейшем прохождении игры. Такс. В воду я не полезу пока что, это очень опасно. Ну, давайте попробуем, наверное, вот сюда. Давайте сюда отправимся. Опыт-то у нас потихонечку капает. Урон у нас, ребят, очень высокий, очень сильный урон. В тот раз мы с вами прокачали ДД-ветку, то есть удары более сильные. Опа, а вот накеров-то я отоварю. Мутагены еще никому не вредили. Накеров надо вообще бить всегда. Уж больно вкусные с них мутагены. О, вас тут немало. Давай, банда.
Not bad. Зеленый мутаген. Зеленый. Красных нет мутагенов. Красные очень редкие, я так понял, мутагены. Либо они падают, может быть, с каких-то воинов или более крутых накеров. Напишите, ребят, в комментариях, откуда падают красные мутагены. Я бы с радостью на них поохотился. Неплохая проходка. Синий мутаген. Красные мутагены вообще не падают. То есть на ютубе, ребят, обязательно напишите, скажи, Лех. Мутагены падают оттуда-то, оттуда. Потому что красные мутагены дают силу, урон. А урон нам как-никак нужен. Все-таки играя на ДД билде. Очень-очень большой у нас урон стал. То есть прям даже мечом этого уровня мы с вами ковырять стали прям ощутимо сильней. Я бы так сказал. Ну что ж, поехали. О-хо-хо-хо-хо. Бой. Уходим, уходим. Это была очень плохая идея. В принципе, можно попытаться у него забрать. Он какой-то очень жесткий, 14-й левел. Можно, в принципе, попытаться вот так вот быстро. Скотина! Пошел, 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 пошел. Красиво. Отработали клад. Давай все-таки попробуем в море океан. Не, почему вор? Это тактически правильный ход, я считаю, потому что лезть на такой левел, это, по-моему, очень чревато. Ну, как минимум смертью. Вы знаете, наверное, пора бы сохраниться в таком моменте. Очень удачно мы клад подрезали. Подержи. Что здесь произошло? Здесь все мертвые лежат. Ну, все. Лодка. Кто у нас в воде? Подождите. Кто же у нас в воде? А, утопцы, что ли? Давай, иди сюда. А, даже так. Угу. Сейчас я вам тогда десант устрою, мать вашу. Ну-ка. А я могу лодкой же, да, управлять? Или нет? Или нет? Или да? Не, по-моему, я пока не могу управлять. Лодки. Из-за множества бурных рек. Я понял. А, могу. Может, их как-то забайтить на себя? Просто что-то подсказывает, что в воде они меня накажут. И накажут достаточно быстро. Не хотят они ко мне сюда залезть? Ну? Знаете, они мне чем-то русалок напоминают.
Зараза. Причем там есть-то всего 2 утопца 4-го левела. А ну-ка поближе. Попробуем. Так, у меня вопрос. Угу. Может их так как-нибудь? Попал! Где он? Поехали. Эва, ну чё? Я понял. Нужен ключ. Ключ. Давай, 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 родной. А ну-ка. Синее оружие. С 3, мать его, слотами. Серебряный меч. Дополнительный урон при крит атаке. Шанс критического удара. Встроенный шанс вызвать заморозку. Тут у нас еще и бронь. Цидарийский комбинезон. Легкий, между прочим, доспех. Как раз то, что мне нужно. Плюс 24 здоровья, плюс 7 сопротивления. Ой, как красиво. Реликтовые вещи, кстати, нашли. И причем у нас теперь мы можем чинить и броню. 40% восстановить и 15%. Прекрасно. Вообще просто великолепно. Слушайте, а почему бы нам не починить? Мы можем сами вот сейчас прям починить, допустим, доспех? Так. Да. Вполне. Тяжелый доспех мы не носим, потому что нам за каждую часть такого доспеха даются определенные плюшки. Так, а вот как камни вытащить? Вот это вопрос. И можно ли их вытащить? Я думаю, что мы в городе об этом узнаем. Прекрасный дроп. Просто прекрасный дроп. Без комментариев. Просто великолепный дроп. Про утопцев мне, кстати, кто-то писал тоже в комментариях. Я почему сразу про арбалет вспомнил. Причем писали чуть ли не в первой серии. Такой длинный был пост. Кто-то мне там что-то писал. Так. В клетке кого-то держат? Или мне кажется? Бандит, что ли? Так. Ну, 16 левел, я думаю, Ну, это будет очень жестко. Сколько мне еще ждать? Не, парни, здесь пока надо нам отступить. Сюда рановато мы пришли. Что, смелый, что ли, сильно? Слушайте, а он неплохо отлетает, кстати. Яд по 150 ему дамажит. Конечно, конечно.
Я заблокировал удар, и арбалетная стрела, блядь, мне прилетает. А знаете, что надо прокачать 100%? Отражение стрел, когда в блоке стоишь. Вот оно для чего нужно было. Вот оно, ребятки, для чего. Я бы сейчас выжил, если было бы отражение стрел. Ну ладно. Ничего страшного. В смысле? Че, родной? Давай-ка мне не дури. Так. Слушайте, иметь ремонтный набор — это очень хорошая все-таки вещь. Просто великолепная. Яды решают. Яды здесь прям конкретно решают. Прям вот конкретно. Имея, ну, яды в клинке в своем, очень жестко они накуривают. А, лодка еще и повреждается. Бывает. Так что надо бы на это иметь в виду. Так, погнали дальше. Не будем терять время, на следующий знак вопроса прилетим. Что это, колокольня или? О! А, вот это вот. Вот это вот. Мои пассажиры. Да давай подеремся, что. Давай. Спокойно. Спокойно. О, ну его. Че, братик? Давай. Все, друг, Москва конечная. Я у мамы Робин Гуд. К сожалению, недолго длилась. Довольно такая лайтовая охрана была. Синий меч, между прочим, выпал. Not bad. О, еда халявная. Еще и 2 сразу сота. Обожаю мед, просто. Мед мое все. Так, а клад, я так понимаю, у нас где-то здесь, да? Показан вроде в другом месте. Да, убили они стражника. Рунный камень. Зелье П3. Акетон со спикерога. Понятия не имею, что это такое, но я думаю, что тоже какой-то этот. Так. Есть. Пчелки, да, ребят. Пчелки хорошая вещь. Так, смотрим дальше. Очень хорошо подлутались. Мне прям вот понравилось. Я думаю, что вот сюда вот рано еще пока что идти. Прям вот реально рано. Ну, я вам так скажу, я, в принципе, не расстроен. Очень хороший дроп мы с вами собрали. Не, ну можно, конечно, вот сюда вот чисто так по фану на пристань слетать, посмотреть, что там, потому что там рядом сразу 2 знака вопроса. Так что, почему бы и нет. Почему есть везде убитые животные? Просто везде. Так, работягу спасти надо. Так, ну-ка. Сюда мне. Работягу спасем.
Быстро. Покончим с этим. Башка отлетела просто в сторону. Ой, как парировал. Красиво. Пополнение припасов. Количество масел, эликсиров и бомб ограничено, и они могут закончиться. Медитация, типа после медитации все себе вернете. Ну что ж. Спасли типа. Ну, о, так он трупы, что ли, еще перевозил. Сожрали бы меня, как нечего делать. На трупы сбежались. Не будем деньги Спасибо, что вы меня не оставили. Хоть с этим мне повезло. Повезло? Может и так. Ты недавно заразился? Потому и занимаешься перевозкой тел? Что? Да нет. Я вывожу трупы, потому как платят хорошо. Ну ты же не ведьмак и не чародей, заразиться можешь. Да уж, я не мутант какой, вы не бойтесь. Просто ко мне никакие болячки не цепляются. Тебе придется поискать новую телегу. Эту надо сжечь и побыстрее. А нельзя ли мертвяков где-нибудь закопать? Телегу-то ее ведь починить можно. Если кто узнает, что ты перевозил в ней заразных, тебя никто больше не наймет. А с чего бы им узнать? Ежели вы никому не скажете, сам я тоже не скажу. И развезешь заразу по всей округе. Нет. Нет, дружище. Ну, надо так надо. Есть у вас чем огонь развести? Есть, конечно. А, он задание, что ли, дал? Занялись как солом. Повезло мне, что я вас встретил. Благодарствую за помощь и добрый совет. Еще я тебе посоветую, как следует вычистить дом и сжечь эту одежду. Верно, верно. Так ведь я и говорю, ко мне болезни не цепляются. Хорошо, если так. Бывай. Ох, сука, ну и вот. Ну, я так считаю, на ровном месте и чуваку жизнь спасли, и плюс к карме, и задание мы Вперед, плотва! выполнили. Такой спонтанный квест был. Так, лошадка, давай, родная. Полный привод включай. Чё ты? Давай, 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 давай. Ай, умница. Чё-то здесь в деревне нечисто, мне кажется. Придержи. А, так вы всю деревню, что ли, захватили? Поехали. Работаем, господа. Покончим с этим. Врываемся. Не парировал. Красиво. А, мы освободили деревню. Это, освободили от утопцев. Они, видать, у них отбили. У местных, да? У жителей у местных отбили, прикинь. Честь нам и хвала. Все, работяги вернулись, да? Опасность миновала, и жители вернулись в свои дома. Как говорится, полезным делом занялись. Вы знаете, мы теперь будем медитировать прям по часу. И восстанавливать на халяву себе ласточку. А кто нам мешает, правильно? Почему бы и нет? Почему, допустим, не воспользоваться вот такой темой? Клад! А что за клад? Ай-яй-яй-яй-яй. Неотосланное письмо. Да благословит тебя Молители Ниттель. Ниттель.
А в том сундучке, что ты мне это дал отвезти, там было что-нибудь интересное. А то так приключилось, что сундучок этот выпал из лодки. Я только его и видел. Я пробовал его выловить, но там на дне какое-то лихо живет, должно быть. Сколько раз я сеть закидывал, вынимал порванный. Может, я смогу тебе как-то это компенсировать? Ага. Сундучок, говоришь? Сундучок. Сундучишка. 10-й левел. Утопится. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, родной, давай! По тапкам, спокойно. Прицел 120, батарея, огонь. Ой-ой. Почти. Готовченко. Давай-ка подышим немножко. Блин, думал, туда поплывет. Ой. Десятый левел утопца. Есть пробитие. Ух ты. 10-го левела они что-то какие-то прям мощные. А вот и сундук. На него, видать, ребят утопцы навалились, пока он... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ну-ка. Дайте-ка мне, братцы, вылезти. Но это стальной меч. Но он похуже, конечно, вот этого моего. Несмотря на то, что даже здесь 3 слота. Хотя, если его подчинить... Не, у того отравления, ребят. Не-не-не-не-не-не. У того отравления я даже менять не буду. Это зачем? Моего отравление решает. Все равно оно решает. В принципе, здесь даже их бить, наверное, нет смысла. А вот сюда вот двинуть смысл есть. Просто так, зачем утопцев бить? За них мало дают. Ей она уже больше не понадобится. Слушайте, много очень мирных жителей, конечно, пало. Здорово, пацаны! Не отпускай его! Не бойся! Бочка! Не надо, не матерись. Помянем. А минус 3, что ли, сразу? Че, потанцуем? Да никому ты не насрешь, брат. Что это может быть? Насрал? Че, пацаны? Как там? Кто кому за шею насрал? По-моему, маленько вы... Ну, бывает.
бывает. Оу. Оу. Мать моя женщина. Составной болт. Ударный болт. Арбалет. Аметист. Сапфир. Обалдеть. Давай поставим эти болты. Почему бы и нет? Так, кстати, ботиночки. Оу! Ботинки-то пободрее моих. Смотри, какие красивенькие. Годные? Что-то прям вроде легкие такие бандиты и такой клад крутой охраняли. Давай. Плохо. Шузы топ, да, согласен. Батюшки, а здесь еще и сокровища, что ли? И никто его не охраняет? Теперь помедленнее. Что-то я в сказки, по-моему, не верю. Ну неудивительно даже. Вы кто, пацаны? Иди сюда. 9-й левел — это вам не шутки. Надо выйти на... Девятый левел, надо нам очень быть аккуратными. Отлетел один, красиво. Давай, 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 дожать. Дожал. Пчелы, пчелы. Шо? Мать их. За шо меня-то? Еще один будет. Ах, и гнусный же ты. Там, кстати, еще один гуль. Слушай, они тут всю деревню, что ли, мы отоварили? Вы, кстати, заметили, как в ДД билде, я не знаю, как в других билдах, ну, насколько в ДД билд он, ну, реально жестко, ну, очень жестко нагибает. Вот, то есть даже на моем уровне сложности, на моем левеле, и 9-е гули, они улетают. Они реально отлетают, и... Но это билд очень опасный, надо признать это. То есть это прям максимально опасный билд. Ну, зато по мне и попадают, я сразу умираю. Слушайте, а деревня, я так понял, она вообще полностью, да, разбитая? Янтарь, малый глиф. Просто прах, рубин. Кто-то здесь даже сражался. Кто там? А как сундук достать? Как же клад? Что же делать с кладом? Помозгуем. Может, твою мать!
Вы чё, я не пойму, с ума что ли сошли? Может быть где-то... А, вниз стрелочка показана, стоп. Он где-то внизу. Клад внизу. Под землей пещера... Вот и клад. Ему уже это не пригодится. Прочитайте найденные записки. Там, видать, сейчас какая-то, может быть, подсказка будет для нас или еще что-то. Я пробовать выбил дверь, подкопаться не выходит. Слышно, как пришли люди, чтобы грабить тела. Короче, им просто на них бандиты напали, их здесь просто всех умяли. Ага. А кладик он перепрятал. Красиво. Используйте ведьмачье чутье. Осмотрев место вокруг погреба, где укрылся умерший. Стоп. Место, где укрылся умерший. Что же здесь? Место, где укрылся умерший. Что-то здесь должно быть. Блин, пчелы меня, конечно, спасают, потому что очень много меда с них падает. Очень много. Прям... Так, я предлагаю сразу же замедитировать часок. Восстановить ласточку, потому что прям это очень нам нужно. Так, соты вот на этот слот поставим. Где же? Где-то, ребят, что-то должно быть. Может быть... Место, где укрылся умерший. Но здесь нет ничего. Вокруг погреба. Не в погребе, а вокруг погреба. Где-то в круге. Ну вот он, круг начинается. Что-то я где-то упустил. Может быть, какие-то догадки есть? Хорошо, давайте сделаем проще. Не будем гадать, а еще раз прочитаем записку. Может быть, я какие-то детали упустил. Что, кстати, скорее всего. Пришли солдаты. Наши, чужие, не знаю. Уже не важно. Я услышал, как они едут к Большаку. В подвал они, может, и не заглянут. Всю ночь убивали, насиловали. Я слышал. Та-та-та-та-та-та. Тот спрятался в поле в стогу сена, под которым я закопал свои вещи. В поле в стогу сена. Мать твою, да что же вы меня пугаете? Поле. Стоп, 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 стоп. Может быть, поджечь? Поле. Поле.
Так, ну хорошо. Где еще здесь есть сток сена? Ну там 2 я увидел. Поджог вроде бы не помогло. Больше ни один сток сена я не вижу. Только вот эти 2 и все. Но здесь прям все напрашивается вот на эти 2 стога сена. Перегрузка. Ты понял, как он сундук спрятал? Грамотно. Здесь и не поспоришь, грамотно. Кираса, тяжелый доспех. Давайте посмотрим просто, как выглядит. Прям рыцарь какой-то получается. Так, ну у меня перегруз. В принципе, с этим перегрузом мы сейчас... Я думаю, что вот эти арбалетные болты очень много весят. Давайте мы на нашу лошадку сядем и поедем продаваться. Хорошо спрятал, не поспорю. Так, и куда же мы с вами двинемся распродаваться? Да, слушай, далеко мы с тобой ускакали, да? Прям вот прилично. Ну, наверное, в город. Ну, типа, у меня больше ничего на ум, ребят, не приходит. И как раз серию закончим. Давайте в город. Я вижу, ребят. Сейчас распродадимся и как раз к барону с тобой щеманемся. Узнаем вообще, что это за барон. Город это сразу кузнецы 100%. Город это сразу товары, крафт, еще что-то. Так что в городе, в принципе, можно будет очень неплохо, я думаю, приодеться. Закупить колоду 100% и наказать тех уродов, которые меня до этого в Гвинте обыгрывали. Вы, кстати, в комментариях написали на ютубе: братан, пожалуйста, побольше играй в Гвинт, какие-то квесты типа крутые открываются, либо еще что-то. Услышал. Будет сделан. Окей. Извини, пожалуйста. Так. А ну-ка. Не. Давай, ботва. На лошадке будет побыстрее. Нам бы прям вот по мелочи распродать. Там всякие вот эти шкуры. Вот эту вот ненужную хрень. Чего? Кого? Не, в Гвинт я пока с вами играть не буду. Покажи свои товары. Я на вас обиделся. Гадости. Так, ну у него есть карты. Не, ничего особенного, в принципе, все такое, все то же самое. Так, ну а что мы ему можем продать? Давайте какие-нибудь шкуры, наверное, ему скинем. А, вы, кстати, мне писали, Лех, будь внимателен и продавай, типа, как сказать, определенным торговцам определенные вещи. Вот так вот скажем. Окей. Лестницы разные. 66. Знаешь, что много весит, блядь? Броня много весит. Вот это я уверен. Вот это реально много весит. То, что я продаю, немного весит. Что же мне продать-то? Болты 3 единицы. $113 монет стоит, между прочим. Ну, давай, я не знаю, он 2 топора продам. В принципе, они мне точно не нужны. Обычный арбалет продам. Обычный меч. Ну и все, в принципе, я могу ходить. Много, ребята, я с них все равно не выручу, с этих обычных вот этих вот всех мечей. Давайте оставим вот синенькие.
Синенькие, желтенькие, вот такие вот вещи оставим. Так, ну и все. Просто, чтобы нам попроще ходить было. Бывай. Это все мелочи, я думаю. Так, ну и здесь давайте... Похоже, дождь собирается. Доска объявлений. А мне до этого дела нет. Может быть, зайдет... Что такое? Кого там выгоняют? Чего там написано? А, ну это обычный приказ. Здорово. Но-но-но! Я что, знаю, кто ты такой? Не бейте, сука! Не собирался вроде. Здесь обычно... Ты есть тот ведьмак Страшила? Чуть страшно. Приветствую. Привет. Чё, по Покажи товарам? свои товары. Ну, ничего интересного. Все, я думаю, давайте к барону. Бывай. Мы еще поднабрали заданий. Можно будет потом задания с вами повыполнять. Опять, кстати, дождь идет, вы заметили? В этом месте просто по КД идет дождь. Постоянно. Кстати, а ну-ка. Давайте телепортнемся прям к городу. Опа. Так, ну что ж. Вот он и город. Ну что ж, друзья, на этом серию закончим. Очень круто налутались. Прям достойные вещи. Зеленых не нашли, но нашли себе красивые клинки. Кстати, очень прикольно на спине он смотрится. Ботиночки нашли, повыполняли квестики, спасли работягу. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Как всегда, ссылочка на плейлист внизу в описании. На все полезные ссылки тоже в описании. Кому не сложно, подпишитесь. Стримы на Твиче каждый вечер. Подписывайтесь на телегу, всегда будете в теме, когда стримы, кидаю оповещения. Все, удачи, пока-пока. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.